Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами команда NewHop, и сегодня мы хотели бы поговорить на такую тему, как нагрузка на сервере. Практически все, кто являются трейдерами, они чаще всего используют роботы, так как роботы все больше и больше вступают в права тех, кто может дисциплинированно выполнять свои задачи по поставленной стратегии, соответственно, мы используем их, соответственно, мы используем торговые сервера. Поэтому снижение и оптимизация торгового сервера является очень важным моментом, в результате которого ваша прибыль может увеличиться из-за ряда моментов, о которых я скажу чуть позже. Смотрите, сейчас у нас открыт торговый сервер. Торговый сервер, если мы посмотрим, он у него... Давайте его посмотрим, его данные этого сервера. Мы видим, что это небольшой сервер, у него 2 гигабайта операционной памяти и 2,39 гигагерц ядро. Это обычный небольшой сервер, который можно использовать для одного-двух, ну максимум 3 торговых терминалов и с него вести торговлю. Теперь перейдем в Task Manager и посмотрим на нагрузку. Когда у нас все выключено, нагрузка на сервере бывает от 4 до 8, 8-9%. Соответственно, memory загружена на 700 мегабайт. Теперь что мы делаем? Открываем один терминал. И наблюдаем за нагрузкой. Нагрузка стала намного больше на процессор. Операционная память нагрузилась не сильно, зато сам процессор получил дополнительную нагрузку. Открыто у нас 4 терминала. Итак, первый момент, с помощью которого мы можем оптимизировать торговый сервер. Первый момент — это закрытие фоновых программ, которые здесь расположены. Мы точно знаем, что можно закрыть Google. Это небольшие программки, которые следят, анализируют информацию, собирают ее. И прочие сервера, различные программы, в зависимости от того, что у вас запущено, я не знаю, не буду давать конкретные примеры, потому что у всех, кто дает в аренду сервера, у них разный софт стоит, но суть в том, что часть программ можно закрыть, и это также снизит нагрузку на сервер. И теперь мы смотрим на сам сервер. Какая же у нас нагрузка? У нас открыто 4 терминала, и на нем данные. Нагрузка растет, бывает и под 100%, и с учетом того, что у вас запущен всего один терминал. Первое, что мы можем сделать, если вам необходимо, у вас много инструментов, ну, например, у вас советники стоят на 4 инструментах, что мы делаем? Мы увеличиваем. Например, если у вас на часовом графике ведется торговля, обязательно, что бы я сделал, это увеличил максимально график. Чем меньше тиков отображается, тем у вас, соответственно, меньше графическая нагрузка. И, соответственно, процессору не надо столько отображать. Тут уже вы под себя подстраиваете. Также мы закрываем one-click, если мы их не используем. И переключаем. Теперь Ctrl-G мы нажимаем и убираем графические линии. Я, например, лично их не использую. Это также прорисовка, которая дает свою нагрузку. Смотрим. Нагрузка не изменилась, потому что она минимальна. То есть мы снизили за счет графики нагрузку, но не сильно. Следующей проблемой, очень важной, из-за которой грузит процессор, это вот этот список инструментов. За счет того, что туда по огромному количеству инструментов поступает огромное количество тиков, и их надо графически
изобразить и при этом до этого обработать, это огромная нагрузка на наш сервер. Если вы торгуете, например, 4 графика, и у вас роботы на 4 графиках расположены, то остальные стоит скрыть. Мы нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем Hide All. У нас остается маленькое количество инструментов. И теперь, у нас тут повторное, но это не имеет значения. Остается 3 инструмента, закрываем, смотрим нагрузку. И нагрузка каким-то образом упала. Я вам скажу честно, если открыть вот это 3 инструмента, нагрузка также не сильно будет увеличиваться. Она будет плюс-минус в небольшом диапазоне, потому что графическая часть сильно снижена. Но при торговле советую это также скрывать. Но если вы скрыли, то знайте, что с сервера все равно приходят тики, он их обрабатывает даже без визуализации. И теперь, смотрите, что мы делаем. Следующий шаг, как можно еще ускорить. Вы просто сворачиваете терминал. Так как вы не торгуете постоянно, то чтобы визуализации не было, вот вы можете посмотреть сейчас, мы откроем терминал. И нагрузка. Она есть. Она небольшая, но она есть. Она прыгающая за счет того, что прорисовывается график. И когда мы свернем, то нагрузка она пропадает. Ее нету. Вот тут вы можете посмотреть, происходят импульсы. Они связаны с графикой. То, что процессору необходима обработка данных. И он для этой обработки происходит вот нагрузка. И, соответственно, она появляется тут. Отображается в виде вот таких шипов. Когда мы закрыли, свернули терминал, нагрузка идет ровным фоном. В данном случае это позволяет нам уже запустить второй терминал и третий терминал. Это простое очень действие, несколько 3 действия. Первое — это закрытие программ фоновых, которые могут нагружать. Второе — это увеличение графиков для того, чтобы это отображение было меньше на самих графиках. И третий пункт — это скрытие неиспользуемых торговых инструментов с целью снизить нагрузку на обработку, которая как раз таки влияет на процессор. Сейчас, как вы видите, все идет ровно. При этом программа MetaTrader 4 работает. Разворачиваем, и нагрузка сразу начинает появляться. На этом все. Если у вас возникают какие-то подобные вопросы, пускай элементарного уровня, вы можете легко нам их задавать на странице сайта в чате, в наш Skype, на почту, возможно в комментариях на YouTube. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, потому что у нас огромный багаж знаний. До свидания.